Почему женщины в браке часто чувствуют себя использованными, недооцененными, грубо изнасилованными, когда мужчина не проявляет какой-то особой агрессии, а просто показывает свое настойчивое желание и пытается женщиной обладать? Мы попробуем решить эту проблему и изменить статус отношений, где не будет больше жертвы, а где пара сможет наслаждаться взаимным желанием. Многие женщины жалуются, и я бы сказал постоянно: мужчина меня хочет, я его не хочу. Он ко мне лезет, он меня берет, я к этому не готова. У меня нет настроения, я устала, я не могу ему давать столько, сколько он хочет, я устроена иначе, для меня нужна подходящая обстановка, мне нужно расслабиться, мне нужно настроить свой мозг на контакт, и женщина должна была давать себя в пользование мужчине, чтобы сохранить отношения, но при этом она не получала удовольствия. Или все, что она могла, это качественно имитировать, что ей хорошо. Так очень часто говорят женщины, которые не смогли решить вопрос, как же быть в отношениях близости, отношениях половых, рядом с мужчиной счастливой, когда мужчина хочет женщину каждый день, через день, несколько раз в день, а женщина как будто к этому не готова. Или у женщины как будто нет средств находиться в этих отношениях с такой частотой, которая может быть удивительно высокой. Женщине, может быть, хотелось бы включаться так часто в эту игру, как этого хочет мужчина. Или она хотела бы хотеть его часто, даже, может быть, больше, чем он это может. И хотеть по-настоящему, не хотеть ему нравиться и поэтому звать его в постель. Показывать ему, какой она могла бы быть, если бы он выбрал ее навсегда. Мы говорим не об этой ситуации, мы говорим о том, как запустить желание женщины, чтобы она могла совершать близость чаще, качественней и получать свое законное удовольствие практически каждый раз, когда мужчина приглашает ее к этому. А может быть даже и чаще. Как же помочь женщине, как же сделать ее счастливой, как ей дать возможность реагировать на каждое желание мужчины так, чтобы она была не подавлена его желанием, а была готова к удовольствию, своему удовольствию в первую очередь. Если мы посмотрим на отношения мужчины и женщины, как на то, что их связывает, я говорю, конечно же, про взрослые отношения, когда пара уже находится в половой близости. У мужчины просыпается желание независимо от самого мужчины. Так происходит часто. Он вдруг видит свою супругу, свою женщину в какой-то определенной позе, или просто вдруг его взгляд приковывается к какой-то части ее тела, ее кожи, ее ножка, ее фигура. Мужчины могут часть тела буквально обожествлять и через нее хотеть всю женщину. И вот эта часть, когда попадает в поле зрения мужчины, при каких-то, естественно, и других совпадающих факторах, мужчина вдруг чувствует, как поднимается сильное желание обладания, взятия женщины, проникновения в нее. И мужчине очень трудно в этот момент понять, что женщина не готова, женщина ждет романтический ужин, приглашение куда-нибудь в кино, красивые танцы, может быть, еще какие-то элементы прелюдии, прежде чем она готова будет отдаться мужчине. Это все пройти, это все выдержать каждый раз становится невероятным препятствием для мужчины. Поэтому поступают грубо, заявляют о своем желании, с большой настойчивостью и как будто не оставляют женщине выбор. Они требуют «дай, дай, дай». Чтобы распутать этот сложный клубок, женщина может оставаться в активной позиции постоянно. Так устроены ее половые органы, что она в принципе готова принимать мужчину всегда. А значит, женщина может всегда быть настроена на контакт. Мы здесь поставим вопрос, любит ли женщина ощущать присутствие мужчины внутри, буквально удерживая его внутри себя, когда он двигается, когда он напрягается и расслабляется. Захватывает ли это ощущение женщину? Ведь в этот момент между ней и мужчиной нет ничего.
Они соприкасаются не просто телами, она захватывает его, втягивает внутрь, и он помогает ей, потому что он хочет быть с ней. Ему нравится движение навстречу. Это, кстати, очень важный элемент, который не стоит никогда забывать женщинам. Если женщина любит ощущение присутствия мужчины внутри, если она ценит это, ох, как это мужчин заводит, ох, как их это волнует, когда женщина готова, когда ей нравится, когда она хочет, чтобы именно он был в ней. Он заполняет некую полость внутри женщины, и она наслаждается этим. Даже не завершением этого контакта, а самим присутствием. В этот момент она обладает мужчиной. Не мужчина ею, а она мужчиной. Она его вбирает в себя. И она вбирает его настолько, что он даже может оставить в ней следы своего присутствия, которые могут потом трансформироваться в изменение целой жизни этих людей. Настолько сильно, настолько красиво женщина увлекает мужчину в глубину этой близости. Это будет ярко и сочно. То есть сам элемент слияния и ощущение присутствия этого мужчины внутри женщины возбуждает женщину, даже стимулировать его как-то, чтобы это было еще чаще. Ведь она готова всегда. Так устроены ее органы, так она сама может настроиться. Тут как бы психологический настрой соответствует физиологическому устройству женщины. Ее разум совпадает с ее телом. Она может принимать всегда. Мы понимаем, есть критические дни, есть еще что-то, может быть, какие-то болезни и так далее. Но в целом так все устроено, что сама по себе функция возможности проникновения есть постоянно на протяжении всей жизни женщины. И другой момент. Если женщине это не нравится, если ей это дискомфортно, сама мысль, что кто-то будет находиться в ней, что что-то будет ей мешать, ее раздражать изнутри, конечно же, является большим препятствием для хороших, ярких, регулярных половых отношений. Если женщина еще не в этой точке, если она захочет это изменить, я думаю, это было бы очень качественным преобразованием. Она хочет принимать мужчину постоянно. Давай, приходи, я жду тебя. Ты мой, я твоя. Давай будем в слиянии проводить минуты, часы, да хоть всю жизнь. Такой подход, такой взгляд на сексуальные отношения почему-то до сих пор не имеет должного развития. Надеюсь, сегодня я вам помог посмотреть на эти вещи с другой стороны. Если у вас есть вопросы, пишите внизу в комментарии. Желаю вам идеального совпадения психического настроения с вашим физиологическим строением, чтобы мужчина был для вас не чужой в вашем теле, а всегда приносил радость и как гость, и как постоянный обитатель вашего доброго жилища.